Друзья, приветствую вас! Это утренний обзор. Давайте рассмотрим, какие ключевые события происходят, что сегодня ожидать и какие движения предполагаются сегодня на открытии российской фондовой биржи по доллару, нефти, рублю, евро, золоту. Давайте откроем календарь событий. Сегодня с утра важная экономическая информация по Германии. Это индекс цен производителей и главное в 12 часов индекс делового климата в Германии. И весьма вероятно, что на этой макроэкономической статистике евро либо получит второе дыхание и сделает рывок, либо здесь у нас какой-то коррекционный откат произойдет. Далее в 13:30 решение по процентной ставке и в 15:00 пресс-конференция ЦБ РФ. Что примечательно, если рассматривать предыдущие решения по процентной ставке, они либо в день решения по процентной ставке, либо потом через день-два приводили в последнее время к ослаблению рубля. Статистически это было чаще, то есть возникало ослабление рубля по факту решения. И сегодня уже вечером в 7 часов выходят данные по объему розничных продаж в России и уровень безработицы. Но поскольку они выходят поздно вечером, то уже, ну как поздно, 19:00 для биржи все-таки это, наверное, поздновато, мне кажется. Они на торговлю, на движение индексов, я думаю, мало повлияют. Так, перейдем к Соединенным Штатам. Что здесь происходит? ФДА согласовал использование вакцины Модерны. Вот эта новость может придать новый заряд бодрости рынкам. Ну, по крайней мере, еще раз на перехай можем сходить. Но мне видится уже особой энергии для какого-то фантастического роста. Ее уже просто нету. Так, далее план стимулирующих мер. Проект закона так и не согласовали. Его с минуту на этой неделе должны были подписать, так они подписали. И если сегодня не подпишут эти стимулирующие меры, то возможно часть правительственных учреждений будет закрыта в связи с невыплатами. Не совсем я понимаю, как предоставление помощи населению и малому бизнесу может привести к закрытию правительственных структур. Ну да ладно, возможно там действительно какая-то хитрая схема. Ну и в целом вообще такая ситуация, такое нагнетание, по идее оно сегодня должно привести к тому, что они, эти меры подпишут. Ну на самом деле тоже мне не совсем понятно, почему такой идет разнобой. С президентом вопрос решен, кто будет президентом. И вот подобные действия, с моей точки зрения, они просто дискредитируют республиканскую партию. Потому что получается, в данной ситуации они уже просто вставляют палки в колеса. Вот еще такой интересный момент. Саксо Банк, который все прогнозирует, по поводу биткоина дает информацию, что он должен стоить 400 тысяч долларов США. Там, исходя из макроэкономических расчетов, они сделают такой вывод. Но мне кажется, такой сценарий он маловероятен, хотя чего только может не произойти. Но в любом случае это будет не 400 тысяч долларов. Есть круглые цифры, есть 500, есть миллион. И мне кажется, господину Харди надо было быть смелее. Так, друзья, давайте перейдем к анализу позиций на форте, на ММВБ, фьючерс РТС. Вот здесь у нас в четверг еще экспирация была. И такие достаточно большие значения фигурируют. Я думаю, это с экспирацией связано. На текущий момент времени юрики делают ставку на то, что по фьючерсу РТС, судя по всему, будет коррекционный откат. По Сберу тоже, судя по движению, которое произошло, лонги срезали, ждут, что Сбер уйдет в серьезный коррекционный откат. А вот по Газпрому ситуация как раз обратная. По Газпрому ждут продолжения банкета. Если рассматривать динамику движения цены акций Газпром, в районе 226 были входы-выходы крупных игроков на больших объемах. И поэтому на 226, скорее всего, его потянут по-любому. 226, еще 254. Но я думаю, 226 здесь ключевая, надо будет смотреть, что там происходит. Ну и все-таки нельзя забывать о стопах, поскольку сейчас очень высокая волатильность могут, во-первых, вообще может тренд по мировому рынку и по российскому смениться и пойти очень сильное движение вниз. Во-вторых, с учетом текущей волатильности, но если не ставить стопы, это может очень нехорошо закончиться. Так, Норникель, но здесь, понятное дело, была перекладка из одного контракта в другой, но здесь
юрлица делают ставку на то, что ГМК будет проседать сегодня. Рубль-доллар, сишечка. Здесь ставка идет на то, что рубль будет укрепляться. Евро-доллар, но здесь, судя по динамике и самих позиций изменения, то, что у юридических лиц происходит, делают ставку на то, что сегодня будет либо проторговка на хае по евро-доллару, либо евро начнет корректироваться, снижаться. Евро-рубль, а вот здесь как раз ставка на то, что евро к рублю будет укрепляться. Но есть некий диссонанс, потому что по доллару ждут, что рубль будет укрепляться к доллару, евро к доллару на хаях, а соответственно евро к рублю укрепляется. Но посмотрим, как эта схема будет сегодня реализована. Потому что вот эти позиции, они нередко приводят к тому, что происходит задерг в направлении того, как встали юрики. И далее ситуация, она возвращается к тому, как она до этого протекала в соответствии с тем трендом, который сформировался. Но опять же, обращаю внимание, что позиции юриков, их изменения, это не является стопроцентной гарантией и панацеей. И ни в коем случае это не грааль, это просто дополнительный индикатор, дополнительные данные, которые позволяют понять, что происходит на рынке и куда возможно будет движение. Далее британский фунт, а вот здесь, кстати, ситуация достаточно однозначна. Юрики ждут, что он провалится к доллару. Далее нефть. Здесь юрики делают ставку на коррекционный откат в нефти. Далее серебро. В серебре ставка на то, что будет либо небольшой рост, продолжение. Мы 26 достигли, одну цель сделали. Либо консолидация на хае. По идее серебру сейчас самое то это закрепиться на достигнутых высотах и потом продолжить движение наверх. Золото. Но здесь, я так понимаю, у нас по факту проторговки рост продолжится, потому что ключевое значение 1905-1907 его так и не отработали. Ну и здесь ситуация следующая. По факту утверждения стимулирующих мер может быть вполне очень сильное движение наверх по золоту и по серебру. Природный газ здесь такое вяленькое изменение, но ожидаю, что цена на природный газ будет проседать. Так, друзья, давайте посмотрим графики. Китайский фондовый индекс. Здесь у нас идет консолидация на достигнутом значении. Но я так думаю, что где-то и закроемся в пределах 5000-5040, вот в этом диапазоне. Здесь высока вероятность того, что на следующей неделе продолжится движение на 5070, вот сюда вот. Но сегодня, я думаю, эту высоту не возьмем, и где-то вот такое закрытие оно и будет. Но это в целом нейтральное и для мировых площадок, и для российского рынка. Далее S&P 500, SFD на фьючерс S&P 500, дневной таймфрейм. Но здесь у нас сегодня идет проторговочка. Вот, пока еще, возможно, не дало о себе знать решение по вакцине Модерна. Но в любом случае, я думаю, сегодня наиболее вероятный сценарий это проторговка вот в этом диапазоне 3690-3730. Ну и на текущий момент наиболее вероятно идет движение на 3700 вот сюда, вот к этому уровню. Так, друзья, далее евро-доллар. Сейчас идет попытка разворота, это 4-часовой таймфрейм. Здесь критичный уровень это 1,2185. Вот если мы этот уровень пробиваем и здесь начинаем торговаться, то весьма вероятно, что в обозримом будущем роста евро-доллара больше не будет. Вот. Если мы удержим вот это значение, даже сейчас, если произойдет более сильное движение на 1,2211 хотя бы, то все равно это с высокой степенью вероятности это будет откуплено и пойдет движение с целью закрыть 1,2290-1,23. Но если рассматривать часовой таймфрейм, то достаточно высока вероятность, что уровень 1,2222 он послужит основанием для того, чтобы отсюда произошел отбой и пошло движение наверх. Но по 4-часовику разворот, но этот разворот необходимо, чтобы был подтвержден, тогда можно будет сказать, что действительно либо тренд закончился, либо ушли в длительный боковик. Пока как бы таких сигналов нету. Так, друзья, далее нефть Brent, дневной таймфрейм. Но смотрите, вот после уровня 50,1 следующий уровень это 51,9. Вот этот уровень его сходу не пробили. К нему подошли и сразу началась под ним проторговка.
Это говорит о том, что нужно какое-то время для того, чтобы нефть набрала сил. Ну или это говорит о том, что в ближайшее время тренд будет сломан и пойдет снижение. Это произойдет, если будет повторное устойчивое пробитие уровня 50. Пока такого не произошло, говорить о том, что нефть, все, там она начинает падать, я думаю, это весьма-весьма преждевременно. Потому что тренд пошел очень сильный. Так, далее часовой таймфрейм. Ну смотрите, здесь у нас ситуация следующим образом развивается. Вот у нас сейчас есть диапазон 51,2, 51. Вот от текущего диапазона вполне может сформироваться отбой и отскок. Цель этого отскока будет движение к уровню 51,5 и потом движение на 51,75, вот сюда вот. Если мы сейчас этот диапазон пробиваем, то отсюда разовьется движение, цель этого движения будет 50,51, вот сюда вот. Ну и пробитие сильного уровня 50,1 придет к тому, что вот весь этот рост, он будет, ну если не сломан, то по крайней мере надолго его загонят под ковер. Я думаю, все-таки больше вероятность того, что мы сейчас вот этот диапазон удержим, и будет проторговка сегодня от 51,2 до 51,55, и возможно будет коротенький задерг на 51,75 или попытка переписать хай вот это 51,9. Если такого не произойдет, то высока вероятность, что вот этот рост, он ну либо был разворотный, либо, скажем так, отсюда разовьется откат и будет длительная консолидация в районе либо 50, либо 49,5. Так, друзья, далее золото, 4-часовой таймфрейм, чикагская котировка. Смотрите, что здесь примечательно. Ни туда, ни сюда 1905-1907 не отработали. Вот, и получается, оно сейчас зажато между 1905 и 1882. Вот у нас удержание текущих значений, если сегодня не будет пробоя 1882, оно придет к тому, что отсюда мы двигаемся наверх и отрабатываем цель, которая находится на 1905. Пробой 1882 и закрепление под ним уведет золото на 1860 вот в этот диапазон. Далее рубль-доллар. Юрики делают ставку на то, что рубль к доллару будет укрепляться. Так, ну вот дневной график. Опять же здесь пробой 72,8 ведет к тому, что сразу возникает импульс движения, у которого конечная точка будет находиться в диапазоне 71,5-71,3. С учетом текущей ситуации по нефти и по индексу доллара, я думаю, что такое движение, оно сейчас маловероятно. Может быть на открытии какой-то еще задерг на укрепление рубля на 72,5, например. Но вот исходя из этой ситуации, мне в большей степени рисуется, что здесь сформируется отбой и пойдет движение, цель которого будет 73,3, вот сюда вот. По 4-часовому таймфрейму мы уже отпадали, и отсюда должен пойти отскок. Цель этого отскока первая это 73,15, вот сюда вот. И в случае пробоя этого значения у нас есть цель для движения, которая 73,5, вот здесь находится. Если рассматривать более детально часовой таймфрейм, у нас сейчас на открытии, если вдруг пойдет пробой вот этого диапазона 72,8, 72, 75, то отсюда возможно разовьется импульс, конечная цель которого будет 72,5, 72,55. На текущий момент мне видится маловероятно такое движение, по крайней мере исходя из того, что происходит на рынке с долларом, с нефтью. Более вероятно, что отсюда, от этого значения, где было закрыто, пойдет отскок. И цель этого отскока будет первое движение на 73 и потом потестить и пробить 73,15. Текущая ситуация, с моей точки зрения, в большей степени указывает на то, что на открытии мы пойдем либо сюда, либо пробьем это значение и будет задерг на 73,4. Но опять же обращаю внимание, если на открытии будет пробой вот этого диапазона, то вполне возможно будет либо движение и уход, либо какой-то коротенький задерг, цель которого будет 72,5. Далее евро-рубль tomorrow, дневной таймфрейм, но здесь у нас боковик по дневному таймфрейму
верхняя граница 90, нижняя граница, не сказал 900, нет 90, 90 и нижняя граница это 88,75. По 4-часовому таймфрейму идет движение наверх на укрепление евро. Конечная цель этого движения 89,9, 89,95. В случае пробития вот этого значения отсюда развивается импульс движения, у которого цель будет вот этот диапазон. Ну и здесь в случае пробития 89,1 развивается импульс движения на укрепление рубля. Цель этого импульса будет сходить на 88,55, 88,5. Соответственно, пробой этого диапазончика приведет к тому, что будет тестироваться вот этот минимум 88,35. И отсюда может произойти движение, цель которого будет 88,15, 88,2. Я думаю, такой сценарий сейчас маловероятен. Более вероятно, что мы сейчас на открытии пойдем на 89,9. Вот сюда, вот к этому значению. Ну и вот часовой таймфрейм, он подтверждает, что с большей степенью вероятности будет сейчас движение на открытии, на тестирование 89,52. И в случае пробоя следующая цель 89,95. Друзья, основные активы. Все, спасибо за внимание.